Слушай, я знаю, о чем ты думаешь, когда смотришь объявление о продаже внедорожников. Вот этот красавчик точно вытащит меня из любой грязи. А потом ты застреваешь на проселочной дороге и ждешь трактора. Сегодня я разберу 5 классических внедорожников, которые реально умеют месить грязь. Но внимание, на первом месте стоит такой зверь, что японцы до сих пор порываются на него в гаражах. Досмотри до конца, иначе рискуешь купить не то, и потом долго объяснять жене, почему ты опять ночуешь в поле. 5 место. Kia Sorento первое поколение. Ну что, начнем с того, кто попал в наш топ немного по блату, потому что корейцы очень старались. Kia Sorento первого поколения — это такой трудяга из города, который приехал в большой город и честно пытается конкурировать с опытными игроками. Что внутри? Рамные конструкции — это уже огромный плюс. Не несущий кузов, не городской паркетник с амбициями, честная рама. Подключаемый полный привод с понижающей передачей, дорожный просвет около 200 мм, для своего класса вполне достойно. Двигатели — бензиновые 3,5 литра V6 мощностью 194 лошадки или дизель 2,5 CRDI 140 лошадей, но момент такой, что на бездорожье тянет очень уверенно. Дизель — однозначно лучший выбор для тех, кто едет не на шашлыки в 500 метрах от трасс. Что он умеет на бездорожье? Несложный грунт, разбитые грейдеры, снег средней глубины — все это Sorento проходит без истерика. Лифт подвески, нормальная резина, и уже можно лезть на место поинтереснее. Слабые места. Передний мост любит напоминать о себе скрипом и люфтами. Электрика у предыдущих экземпляров капризничает, но если машина ухожена, это честный и надежный партнер. Вердикт. Sorento — это хороший ученик. Не отличник, но точно не двоечник. Берет прилежание и доступность запчастей. 4 место. Sanyon Rexton первое поколение. А вот это уже серьезный разговор. Sanyon Rexton — машина с немецким сердцем и корейским телом. Звучит как рецепт идеального внедорожника? Почти. Под капотом старинный мерседесовский дизель ОМ602 объемом 2,9 литра или более современный ОМ161 на 3,2-литровом бензине. Дизельная версия — это настоящая лошадь. Неубиваемый рабочий мотор с пультом, который при нормальном обслуживании легко ходит от 400 до 500 тысяч километров. Это не опечатка. Конструкция. Зависимая задняя подвеска. Звучит старомодно, но на бездорожье это золото. Рама, понижающая передачу, блокировка заднего дифференциала в старших комплектах. Геометрическая проходимость очень приличная. Что он умеет? Rexton реально любит бездорожье. Реки вброд, раскисшие поля, лесные дороги после дождя. Он проходит все это с достоинствами, которых не ждешь от корейской машины 2001 года выпуска. Слабые места. Кузов охотно ржавеет, особенно пороги и арки. Электрика — местами загадочные истории. И найти хорошего мастера по Sanyon сложнее, чем по японцам. Вердикт. Rexton — это закаленный ветеран с немецкими генами. Немного своенравный, но преданный. Если найдешь живой экземпляр, бери не раздумывая. 3 место. Hyundai Terracan. Вот мы добрались до машины, о которой многие забыли. Зря. Hyundai Terracan — это тот внедорожник, который на тусовке сидит в кабине, молчит, а потом оказывается, что он чемпион по армрестлингу. Конструкция снова рамная, Hyundai не скупился. Зависимая подвеска спереди на двойных поперечных рычагах звучит жестко? На асфальте — да. На бездорожье — это именно то, что нужно. Двигатели. Топовый вариант дизель J3 объемом 2,9 литра, 150 лошадиных сил и 343 ньютон-метра крутого момента. Этот мотор при разработке включает в себя австрийскую фирму AVL. Серьезные ребята, знающие толк в дизелях. Есть и бензиновая V6 3,5. Мощная, но прожорливая, как студент на шведском столе. Трансмиссия, подключаемый полный привод с понижающей передачей, опционально блокировка заднего дифференциала. Клиренс около 210 мм, уже интереснее. На бездорожье Terracan показывает характер. Геометрия кузова удачная, небольшие весы, колесная база позволяет хорошо работать на диагоналях. Плюс задняя подвеска обеспечивает приличный ход колеса. Слабые места — те же корейские болячки. Коррозия кузова, электрика любит сюрпризы, найти запчасти сложнее, чем для японцев. Но машины, за которыми следили, шли долго и беспроблемно. Вердикт. Terracan — недооцененный герой. Если хотите внедорожник с характером и при этом не переплачивать, это очень достойный выбор. Внимание! Сейчас будет интересно. Мы добрались до призовых мест. И если ты думаешь, что знаешь, кто победит, не торопись.
Второе место тебя удивит. Первое — это отдельная религия. Остаемся. Второе место. Nissan Pathfinder R50. Вот он, японский самурай среди внедорожников. Nissan Pathfinder в кузове R50 — это та машина, про него говорят: да у него уже 300 тысяч, но он еще всех нас переживет. Конструкция. Рама сама собой. Зависимая задняя подвеска, снова привет бездорожью. Передняя независимая от двойных поперечных рычагов. Такое сочетание дает неплохой баланс между управляемостью на асфальте и возможностью лезть туда, куда не надо. Двигатели. Главная звезда VG33E. Бензиновый V6, 3,3 литра, около 170 лошадей. Мотор из серии «Заведи и забудь». Есть и дизельный вариант TD27 или ZD30 для рынков, где бензин стоит как коньяк. Трансмиссия. Система Part-Time 4WD с понижающей передачей, а в топовых версиях VTC – Viscatch Traction Control с автоматическим подключением переднего моста. Клиренс около 218 мм в стоке. Это уже серьезно. Что он умеет? Pathfinder R50 любит приключения. Броды, грунт, снег, лесные тропы. Он едет туда, куда многие современные кроссоверы с амбициями даже не смотрят. Лифт на 50 мм, резина нормальная, и перед вами уже серьезный экспедиционный инструмент. Слабые места. У ZD30 возникают проблемы с перегревом при неправильной эксплуатации. Передняя подвеска любит обслуживание, сайлент-блоки шаровые. Но это просто обслуживание, а не приговор. Вердикт. Pathfinder R50 — это надежный японский солдат. Не самый харизматичный, зато верный. Пройдет там, где другие будут звонить эвакуатору. Первое место. Toyota Hilux Surf N130. Дамы и господа, прошу встать, снимаем шапки. Перед вами абсолютный король бюджетного бездорожья. Toyota Hilux Surf в кузове N130, он же 4Runner, занимает третье место на лидирующем рынке. Это не просто внедорожник, это явление природы, легенда. Машина, которую невозможно убить без применения тяжелой артиллерии. Конструкция. Рама от пикапа Hilux. Одна из самых прочных рамных конструкций в истории автомобилестроения. Зависимая задняя подвеска на рессорах, передняя зависимая на торсионах в первых версиях или независимая в более поздних. Клиренс в стоке около 220 мм, но это только начало истории. Двигатели. Вот где начинается настоящая поэзия. 2,4-литровый дизель 2 LTE с турбонаддувом. Тихий, тяговитый, вечный. 3,0-литровый дизель 1 KZTE. Мощнее, бодрее, но требует внимания за прокладкой ГБЦ. Классика жанра. Бензиновые 3 VZE и 5 VZFE. Для тех, кто любит громче звук мотора, чем звук кошелька. И отдельная история — легендарный 1HDT, 6-цилиндровый дизель. Этот агрегат пережил несколько цивилизаций и продолжает работать. Трансмиссия. Полный привод Part-Time с понижающей передачей, блокировка заднего дифференциала, в базе или опционально в зависимости от комплектации. В последних версиях система A-Track, активный контроль тяги. Это все, что нужно для серьезного бездорожья. Что он умеет? Правильный вопрос, что он не умеет. Surf N130 едет везде, не потому что у него какая-то волшебная электроника, а потому что у него правильная геометрия, правильная рама, правильные выводы и неправильная философия. Toyota делала эту машину для работы в одних условиях. В Австралии по аутбеку, в альтернативном варианте по саванне, в России потому, что у нас называют дорогими. Реальные истории. Есть документальные свидетельства о том, как Surf N130 с пробегом за 400 тысяч километров уверенно едет туда, куда новый люксовый внедорожник за 1 300 000 рублей смотрит с опаской из-за окошки. И это не легенда, это просто тойотовская инженерия 90-х годов. Поднимите на от 50 до 70 мм правильную внедорожную резину типа BF Goodrich All Terrain или Mud Terrain, и перед вами настоящая экспедиционная машина, которая проедет туда, куда не стоит ехать в принципе. Но если очень хочется, она поедет. Слабые места. Ну ладно, они есть. Adim KZT любит перегрев при неправильном обслуживании, после за охлаждающей жидкостью и термостатом. Кузов на экземплярах в условиях влажного климата может иметь проблемы. Электрика возрастных машин требует внимания, но все это решаемые задачи, а не приговор. Запчасти. Доступны в огромном количестве, стоят разумно, и любой нормальный механик знает эту машину как свои 5 пальцев. Это важно, особенно когда ты в 50 километрах от цивилизации.
Вердикт. Toyota Hilux Surf N130 – это не просто первое место в нашем топе. Это эталон того, каким должен быть внедорожник. Надежный, честный, способный. Машина, которая не притворяется внедорожником, она им и является. Итак, наш топ. Пятое место – Kia Sorento первого поколения. Честный трудяга с рамой и нормальным полным приводом. Хороший выбор для тех, кто хочет войти в тему без больших вложений. Четвертое место – Ssangyong Rexton первого поколения. Корейско-немецкий гибрид с мерседесовским дизелем. Найди живой, не пожалеешь. Третье место – Hyundai Terracan. Недооцененный боец с хорошей геометрией и приличным мотором. Машина для тех, кто умеет искать. Второе место – Nissan Pathfinder R50. Японская надежность в рамном кузове. Классика, которая не стареет. И абсолютный чемпион – Toyota Hilux Surf N130. Некоторые вещи в этом мире делаются правильно с первого раза, и тойотовцы в 90-х знали, как это делается. Если это видео помогло разобраться, жми лайк, это сигнальный алгоритм, который интересует людей. Подписывайся, впереди еще много честных разборов без рекламы и приукрашивания. И напиши в комментариях, какая из этих машин стоит у тебя в гараже, или о какой ты мечтаешь. Читаю каждый комментарий. До встречи в следующем видео, и пусть ваши колеса всегда находят сцепление с грунтом.